Привет-привет, это швейцарец по неволе, и сегодня у нас необычный выпуск, потому что он не посвящен хайкингу как таковому. Вся суть в том, что в Цюрихе на данный момент слишком жарко в ближайшие дни, около 35-36 градусов. А как я уже вам рассказывал, я совсем не переношу жару. И мы вспомнили с моим мужем, что у нас есть замечательная подруга, которая живет в городе Шплюген, и решили навестить ее. Поэтому на ближайшие 2 дня мы здесь. Я постараюсь показать вам местную еду, горы, всю красоту, которая окружает нас вокруг. А главное, мы попробуем вместе с вами проникнуться жизнью маленького альпийского городка. Всего 2 часа пути от Цюриха, и кажется, будто попадаешь в совершенно другой мир. Шплюген находится на высоте почти 1500 метров. Это на километр выше Цюриха. Поэтому летом здесь дышится совсем иначе. Вместо раскаленного асфальта прохладный горный воздух. Вместо городского шума только ветер, колокольчики коров и шум реки. Трудно поверить, но эта тихая деревня была одним из самых важных мест на пути через Альпы. Веками через перевал Шпюген проходили торговые караваны между севером Европы и Италией. Именно этот путь сделал деревню довольно обеспеченной. Если присмотреться к домам, становится понятно, куда ушло это богатство. Среди обычных альпийских деревянных домов неожиданно появляются настоящие каменные палаццо, дома состоятельных торговцев. Для небольшой горной деревни такая архитектура выглядит почти невероятно. Именно это сочетание делает Шплюген уникальным. В 1716 году сильнейший пожар почти полностью уничтожил Шплюген. Деревню восстановили, сохранив ее прежнюю планировку, а позже жители десятилетиями боролись за то, чтобы новые здания не разрушали ее исторический облик. Благодаря этому сегодня Шплюген считается одной из самых лучших сохранившихся исторических деревень Швейцарии и даже был удостоен одной из самых престижных наград страны за сохранение архитектурного наследия. Наверное, именно поэтому здесь возникает такое странное чувство. Кажется, будто время не остановилось, оно просто течет медленнее. И если на минуту забыть о припаркованных машинах, легко представить, что по этим улицам все еще идут купцы, которые возвращаются через Альпы домой. Доброе утро. Следующий день, время 6:50. А это значит самое время для вкусного завтрака в отеле нашей подруги Боденхаус. Перед вами отель Боденхаус, построенный в 1722 году, всего через несколько лет после того самого грандиозного пожара, про который я уже успел вам рассказать. Изначально, кстати, это был вообще не отель. Здесь хранили товары, которые перевозили через Альпы. Работала почтовая станция и иногда останавливались путешественники. А вот спустя только 100 лет, в 1722 году, Боденхаус превратился в полноценный отель, один из первых крупных отелей в Граубюндене. За 3 столетия здесь побывало огромное количество путешественников, среди которых были довольно известные имена, но я их называть не буду, так как впереди вас ждет еще дополнительное маленькое видеоинтервью с нашей подругой Терезой Мейер, которая является владелицей этого чудесного отеля. Мне нравится, что сегодня все происходит примерно так же, как и несколько веков назад. Люди приезжают сюда через горы, останавливаются, завтракают, отдыхают и снова отправляются дальше. Возвращаясь к теме завтрака. Завтрак здесь превращается в маленькое знакомство с регионом. Практически все, что вы сейчас видите на раздаче, приезжает сюда от местных фермеров, небольших производителей и семейных предприятий. Сыры, яйца, мясо, хлеб и другие продукты– все максимально локальное или каким-либо образом связано с этим регионом. И в этом, как мне кажется, особая прелесть такого места. Ты не просто завтракаешь в красивом историческом отеле, ты буквально пробуешь то, что производит вокруг тебя. Без длинного списка ингредиентов и сложной концепций. Просто хорошие продукты, сделанные людьми, которые живут здесь же, в этих горах и в этой маленькой деревушке. Так, ну завтрак удался более чем. Мне кажется, самое время после этого завтрака немножко пройтись, размять ноги и дать всему перевариться.
Если вы еще не знали, то в Швейцарии практически на каждой ферме есть вот такие организованные магазинчики самообслуживания, где вы можете самостоятельно купить продукцию данной фирмы, которая была, как правило, сделана непосредственно здесь владельцами данной фермы. Например, здесь можно купить сервелат, колбаски, домашнюю колбасу и прочие прекрасные штуки по вполне себе демократичным ценам. Например, 2 таких домашних колбаски можно купить за 7,50 франков, что в принципе в сравнении с магазинными ценами очень даже демократично. Плюс, учитывая, что это сделано здесь вручную, по-моему, супер идея. Уф, конечно, очень сегодня ярко и практически безоблачно. Как я уже сказал, этот выпуск не про хайкинг, поэтому после нашего завтрака мы отправимся на прогулку в соседний городок Сюферс. Там очень красивое озеро, наш план обойти вокруг него и плавно вернуться обратно назад в Шплюген. Сказал, что это не хайкинг, но при этом у нас все равно предстоит 10-километровая прогулочка. Хотя для кого-то, мне кажется, 10 километров это даже очень много. Мы сейчас задавались вопросом, как у всех этих местных швейцарцев получается прям рано с утра куда-то пойти в горы и не умереть от переутомления. Но вся разгадка в том, что они просто практически не завтракают. Они пьют кофе, а кушают они что-нибудь уже, когда поднимутся наверх. А мы настолько налупенились во время завтрака, что сейчас практически даже не идем, а перекатываемся, как бочонки. Мы дошли до руин замка Шплюгена, собственно, это вот оно и есть, это остатки укрепленного сооружения, которое было построено около 1280 года баронами рода Вас, которые вообще эмигрировали в Рейнский лес, но основными, как бы официальными причинами эмиграции назывались природные катаклизмы, катастрофы, различные перенаселенности, религиозные споры. Но, конечно же, как это чаще всего и бывает, основной реальной причиной были экономические причины. То есть это очень хороший горный перевал, через который пролегал и пролегает до сих пор тракт между Италией и Европой. И это была, откровенно говоря, попытка укрепить свое господство, экономическое преимущество, закрепившись на данном горном перевале, построив здесь, собственно, свое укрепленное сооружение. Обожаю вообще. Geschätzte Gäste, dürfen wir Sie zu einem kleinen historischen Sprachzergang einladen? Нет, нельзя. Come on. Если вы думаете, что в горах можно только чилить и гулять, то можно делать это еще и познавательно. Например, между Шплюгеном и Суферсом существует около 10 столбиков с подобной информацией о регионе, допустим, где животные летом проводят свое время и что они делают. Рассказывается вот конкретно здесь про различные альпийские диких животных, в том числе про одомашненных животных, например, альпийских коровок с телятами и прочая чудесная прелесть, которые пасутся на вот этих вот замечательных альпийских первородных лугах.
Такой же убийца, да? Не вздумайте потом вставлять. Мы находимся сейчас у озера Суферс, которое на самом деле является искусственно созданным. Это водохранилище, собственно, можно понять по дамбе, которое появилось здесь только в 20 веке, примерно в середине его, когда начался глобальный национальный швейцарский проект по использованию в основном природных источников электроэнергии. Естественно, тогда это была вода. И проект предполагал создание гигантского водохранилища, которое затопило бы практически всю долину до самого Шплюгена, откуда мы начинали наше путешествие сегодняшнее. Естественно, жители деревни выступили против, потому что вся бы эта деревня и долина ушла бы под воду. И, соответственно, планы после долгого обсуждения были изменены, и масштабную гидроэлектростанцию построили в соседней долине Италии, а здесь, получается, возникло только водохранилище, которое также стало важной частью этого гидроэнергетического комплекса.
плавно наступило время ужина. Мы отправляемся ужинать к нашей подруге Терезе, которая владеет отелем Боденхаус в Шплюгене. Как ты поспал? Я поспал замечательно, в отличие от тебя. Дорогие друзья, добро пожаловать в Шплюген, маленькая деревня в горах в кантоне Грубюнден. А сейчас это маленькое спокойное место, но до постройки Сен-Готхарда это был перевалочный пункт, когда все люди ехали на пути в Италию, они все время останавливались здесь, в отеле Боденхаус. Этому отелю уже 300 лет, то есть 200 лет он использовался как отель, и 100 лет до этого это был типа такого что-то караван-сарая. У нас сохранились исторические книги, где можно увидеть имена Ницше, Бакунина, даже Наполеон у нас третий останавливался, Рентген. Очень много известных знаменитых людей и плюс все туристы, которые ехали в Италию. И вот то же самое я советую сделать вам, если вы проезжаете куда-нибудь в сторону юга, в Тессин или в Италию, или просто едете куда-то в горы, остановитесь в нашей деревне Шплюген и, конечно, зайдите к нам в отель. У нас очень хорошие уютные комнаты, 29 штук сейчас после ремонта, и очень замечательный ресторан, в котором мы предлагаем местные блюда местной кухни, такие как капунс, бюнерсуппе, и, конечно, очень хорошее мясо, которое мы берем от нашего местного мецкера, и хорошие продукты, и сыр, и молоко, и яйца, все свое, все очень свежее, все очень вкусное, и место совершенно замечательное, спокойное. То есть если вам просто захочется расслабиться, отдохнуть от всего, соединиться немножко с природой, прийти в себя, приезжайте к нам и почувствуйте себя как дома. Буду очень рада видеть вас. Добро пожаловать. После небольшого интервью с Терезой мы наконец-то отправляемся в ресторан попробовать кухню отеля. За кухню здесь отвечает шеф-повар Джоан Джузеппе Мальяччо, и, как Тереза нам советовала, мы решили просто довериться ее вкусу. Поэтому я даже не буду вдаваться в подробности того, какие именно блюда мы заказывали. В этом случае гораздо интереснее сам опыт. Меню здесь постоянно меняется вместе с сезоном. На него влияют не только продукты, которые доступны в это время года, но и местные традиции. Праздники и различные события, которые проходят в отеле. Что-то появляется на столе именно тогда, когда приходит его сезон, и через несколько недель меню уже может выглядеть совершенно иначе. При этом философия остается неизменной. Использовать продукты от местных фермеров, небольших производителей и поставщиков из региона. И главное, дать им возможность говорить самим за себя. По словам Терезы, винная карта здесь заслуживает отдельного внимания. Если вы когда-нибудь будете в Шплюгене в отеле Боденхаус, обязательно попробуйте что-нибудь новое. И если вы не разбираетесь в винах, как я, то просто доверьтесь кому-то из сотрудников ресторана, я более чем уверен, что они порекомендуют вам что-нибудь действительно стоящее. После такого сытного ужина и нескольких десятков километров пешком за день сил у нас осталось совсем немного. Поэтому просто вышли немного на улицу и совершенно вовремя застали этот абсолютно шикарнейший закат. Наверное, именно ради таких моментов иногда и стоит уехать подальше от города. Никуда не спешить, немного замедлиться и просто побыть здесь. Не обязательно снимать все, да достаточно просто прожить момент. И именно этот момент мы решили оставить себе.